Привет! Ты снова на канале IT User Help. И сейчас я нахожусь в Android смартфоне, который выглядит полностью как iPhone с операционной системой iOS 14. И в этом видео я хочу рассказать, как из Android смартфона сделать внешне полное сходство с iPhone с операционной системой iOS 14. Как видишь, я имитировал полностью интерфейс, рабочий стол, вот эту монобровь вверху, а также заставку, которую сейчас видишь. Шторку. В общем, практически полная имитация iOS 14. И давай, не теряя времени, я расскажу, как я это сделал. Но для начала я все верну в исходное состояние. Все, теперь у меня обычный Android смартфон, и мы можем теперь по новой все скачивать и устанавливать, чтобы ты смог вместе со мной полностью пройти настройку. Итак, нам потребуется три приложения, как я уже сказал ранее. Первое приложение это будет лаунчер, который полностью имитирует рабочий стол и все настройки и шторку. Второе приложение будет имитировать верхнюю монобровь, так называемую, вырез в экране. И третье приложение будет имитировать, когда экран заблокирован. Итак, давай приступим. Заходим в Google Play Market. Первое, мы скачиваем лаунчер. Для этого вводим лаунчер iOS 14. Нам нужно приложение не то, которое сейчас выдало, а вот это приложение. Launcher iOS 14, обрати внимание, от разработчика SAS Corp App Studio. Вот такое приложение. У него очень хорошие отзывы, 4,5 оценка и хорошие отзывы. Поэтому скачиваем, устанавливаем и открываем. Я покажу сначала, как полностью все настроить, чтобы телефон на андроиде выглядел как iPhone, а потом покажу, как все вернуть в исходное состояние, если вдруг тебе не понравится. Можно обойтись, например, только лишь одним лаунчером, к примеру, если тебе не нужен вырез в экране, либо двумя приложениями. В общем, основное приложение это то, что мы сейчас скачиваем, лаунчер, который имитирует большинство функций iPhone. Два следующих приложения просто еще более делают похожим смартфон на андроиде на iPhone. Но для полноты, конечно, нужны три приложения все, чтобы максимально похожий был на iPhone, если есть такая цель. Итак, приложение почти скачалось. Сейчас нужно будет пройти некоторые настройки, установить этот лаунчер в качестве основного и дать некоторые разрешения. Нажимаем «Открыть». Идет настройка. Здесь просто делаем шаг за шагом. Нажимаем Get Started, разрешить, еще раз разрешить, Allow Access. И здесь из всего списка нам нужно выбрать iOS Launcher.
выбрали. Далее All Access. Еще раз выбираем iOS Launcher. Далее здесь можем выбрать, чтобы немного Android напоминало, либо полностью iOS. И нажимаем Get Started. Здесь небольшое показывает, как пользоваться, если для тех, кто не знаком с iOS операционной системой, здесь показано. И нужно, последняя настройка, нужно установить этот лаунчер по умолчанию. Нажимаем синюю кнопку Set as Default и здесь выбираем iOS Launcher. Все, основная настройка произведена. Теперь наш телефон на 90% выглядит как iPhone. Если справа вверху мы потянем, это у нас будет вот такая шторка. Еще одно разрешение, нажимаем Yes. И здесь разрешение изменения настроек. Так вот, если справа вверху опускаем, это вот такая шторка с настройками. Если слева, то это панель уведомлений. Если нам нужна стандартная андроидовская шторка, она все еще прячется, мы просто сверху 2 раза проводим и открываем стандартную андроидовскую шторку для управления. Итак, практически все готово. Теперь можно по желанию добавить еще так называемую монобровь к экрану. Для этого мы также зайдем в Google Play Market и скачаем приложение Notch Phone X. Для этого вводим английскими символами Notch Phone X. Нам нужно вот такое приложение от разработчика Innovation Tech Studio. Обращаю внимание на название приложений, которые я скачиваю, иконку и разработчика, чтобы скачать именно те, которые я проверил. Потому что есть другие, возможно, они будут работать не так. Ну, хотя можешь попробовать их. Итак, приложение второе скачалось. Вот так оно выглядит. Открываем его. При первой настройке может показываться реклама. В принципе, это не сильно большая проблема. Далее нам нужно дать этому приложению разрешение. Выбираем программу Notch Phone X и переводим галочку вправо. Перевели, возвращаемся назад. И теперь, как видишь, у нас появилась вверху монобровь, так называемая. Здесь мы можем выставить цвет, ну хотя как наиболее оптимальный это черный. Наиболее всего похожий на оригинал. И можем здесь вот этим ползунком установить размер этой моноброви, так называемой. Все, настройка произведена. Возвращаемся назад. Все, теперь наш Android смартфон стал еще больше похож на iPhone. И последнее, что нам можно сделать, это еще установить экран разблокировки, как в iOS 14. Для этого еще раз зайдем в Google Play Market и в поиске введем Lock Screen. Lock Screen iOS 14. И нам нужно приложение с вот этой красной иконкой. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Приложение называется блокировка экрана и уведомления iOS 14. Приложение скачалось, нажимаем. Также предоставляем ему доступ. Для этого переводим вправо и еще один доступ. Все, блокировка у нас включена. Запускаем еще раз приложение, разрешить. И в самом верху вот здесь кнопочка переводим в зеленое положение. Теперь у нас блокировка как на айфоне. Давай проверим. На секунду появляется родная андроидовская, но потом появляется как в айфоне. Для того, чтобы открыть, снизу смахиваем пальцем вверх. И мы разблокировали наш телефон.
Вот такие настройки я произвел. Теперь телефон максимально выглядит как iPhone с операционной системой iOS 14. Кто не знает, даже не догадается, для чего это нужно. Возможно, ты хочешь просто посмотреть, как выглядит iPhone. Может быть, ты планируешь купить iPhone, но не знаешь, понравится ли тебе интерфейс после Android. Либо еще какие-то причины у тебя на это есть. В общем, смотри сам, попробовать можно. Приложения бесплатные. Итак, теперь я покажу, как вернуть все по умолчанию наш родной Android интерфейс. Для этого можем сразу отсюда удалить вот эти приложения. Первое — это блокировка, как в iPhone, нажимаем удалить. Первое удалили, второе удаляем монобровь, также удерживаем на иконке и внизу Delete ночь, вот это выбираем и удалили это приложение. Теперь нам нужно вернуть родной лаунчер. Для этого вот здесь справа внизу заходим в стандартные настройки Android, далее находим управление приложениями, либо приложения, и нам нужно найти пункт приложения по умолчанию. Нашли пункт приложения по умолчанию, далее главный экран, и здесь выбираем, у нас сейчас стоит iOS лаунчер, а нам нужно выбрать System лаунчер, либо родной лаунчер, как-то у тебя будет называться. Все, лаунчер вернулся, но фон остался от предыдущего приложения, поэтому давай вернем и фон, то есть какой у тебя был, либо картинка установлена на фоне, либо живые обои. Я сейчас установлю, что у меня было. Все, я в принципе вернул все, и теперь последним делом нужно удалить само приложение iOS Launcher. Находим его и удаляем. Все, мы вернули в Android в обычное состояние, все приложения удалены. Это на случай, если тебе разонравится, либо надоест тот интерфейс. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и оставляй любой комментарий под этим видео. Всем пока!